И ночью уже были морозы. Смотрите, еще сейчас трава белая, с утра иней на траве. Вчера мы не работали, так как приезжали кровельщики, раскинули потолочные балки. А мы сейчас постелим доски, и уже у нас будет под ногами пол. И дальше мы уже начинаем класть фронтоны. Здесь будут еще фронтоны и мансардный этаж. И заказчик уже привез лес. Чтобы сделать ровный фронтон, нам нужно сделать вот такую конструкцию. Берем доску не меньше высоты фронтона. Отмечаем по отметке высоту фронтона. И сверху прибиваем вот такой гусек на ширину стены. Стена у нас 52. Толщина нашей стены 52 сантиметра. 2 кирпича. Укрепляем этот гусек, прибиваем вот так палку треугольником. И от него замеряем высоту конька крыши. В нашем случае 3,60. На самый кончик вкручиваем саморез и привязываем шнуры. Затем отмечаем центр стены с помощью рулетки. Где отметка? Разметили середину внизу стены. И вот этот средний шнур примотали гвоздем к центру. И теперь вот этот шнур у нас должен совпасть с центром вверху. Давай я тебе натяну. Одел? Все. Вот здесь внизу пометки и вверху также у нас идет пометки. Сломалась бетонная мешалка, не выдержала такой нагрузки, так как замешивается много раствора. Стоим на кубах и на месте будем сейчас ремонтировать. Сашка сейчас подварит. И треснула в этом месте, там где штурвал, там где руль. Вот так руль прокручивается, нужно подварить. Сейчас пару минут, и все будет сделано. И уже мы выставили на фронтоны вот такие мачты, поставили по центру с двух сторон, застелили потолок, кинули вот так временно доски, чтобы нам можно было ходить. Уже туда затарили кирпич
Фронтон выставили вот таким образом. Крыша выносится на 80 сантиметров, поэтому прикрутили вот сюда еще доску на край. Также вот вынесли и натянули здесь шнур на саморез. Починили мешалку и продолжаем работать. Для строительства лучше использовать не металлическое, а пластиковое ведро, чтобы был мягкий пластик. Его можно вот так сгибать, можно наступить на ведро, и с ним ничего не будет. Такое ведро вам прослужит как минимум в 5 раз дольше, чем металлическое ведро. И также его можно кидать вниз, и с ним ничего не будет. Я уже отработал этим ведром уже 1 сезон, целый год. И ведро целое, можно еще работать и работать. Начали делать фронтоны, и фронтоны у нас идут вот таким образом. Здесь идет кладка под расшивку в пол кирпича, здесь идет засыпка, керамзит мелкий, газосиликатный блок, и газосиликатный блок обкладывается кирпичом. Такое решение приняли из-за того, чтобы облегчить конструкцию. Если полностью делать кирпичную стену, в 2 кирпича, то будет слишком большой вес, будет большой вес фронтонов, и чтобы облегчить этот вес, решили вставить сюда газосиликатный блок как утеплитель, и также еще утеплить засыпкой. Получается вот такая конструкция, и все это будет прокладываться вот так сеткой.
И вот такая сухая засыпка в мешках. Коэффициент теплопроводности 0,09. 40 литров. Один мешок по цене 240 рублей за мешок покупал вот заказчик. И такая вот фракция идет мелкая, мелкий керамзит. Вот с виду он как мокрый кажется, но на самом деле он сухой, очень легкий, воздушный. И засыпаем в зазор. И смотрите, я вам покажу, у нас идет сетка, каждые 4 ряда кирпича, сетка из композитного материала, базальтовая сетка. И через сетку он также просыпается. Мы уже 2 раза выпустили сетку. Просто не было у нас засыпки. А так желательно каждый ряд вот засыпать, чтобы не сыпать потом через сетку. Засыпали полную и немного еще утрамбовываем слегка, чтобы встало все на свое место, так как там, возможно, еще попал воздух, до конца не просыпалось. Утрамбовываем и досыпаем. И смотрите, сколько еще утрамбовалось. Если не трамбовать, то она со временем осядет и будет пустота. Поэтому нужно сразу утрамбовать и досыпать. И вот эту часть газосиликатного блока закрываем вот так кирпичом. Также запечатываем. И далее мы утрамбовали, засыпали. Также вот раньше можно сделать, как делали раньше, кладка колодцем была. Если полностью из кирпича делали вот так колодцы и засыпали внутри. Раньше засыпали эти колодцы там шлаком, кто чем мог, керамзит также вот использовали, но было дороговато. И затем кладем сетку. Расстелили сетку на толщину стены, так как нужно здесь перевязывать сеткой эти стены. У нас вот перевязки нет. Здесь идет пол кирпича, здесь пол кирпича. И вот эта засыпка, хоть и немного, но будет давить на переднюю стену. Поэтому вот нужна вот эта сетка. И затем мы по стене проходим тычок и перевязываем эти стены тычком дополнительно. И заводим угол
на фронтоне пилим скос, и сейчас покажу, как отмечаем. Вот этот кирпич идет по раскладке, по предыдущему ряду у нас ставлю сюда этот кирпич, берем шов вертикальный и еще отодвигаю, у нас будет горизонтальный шов. Вот так пододвинули и размечаем. Сделал отметку здесь и здесь. Ставлю уровень и по уровню вот так отметил. И в итоге вот отпилил. Вот такой треугольник получается. И кладем на раствор. И положил я вот этот пиленный треугольничек. И получается вот так. Смотрите, он ниже шнурки. Ниже шнура идет на сантиметр, на 1,5. И можно делать ниже шнура на сантиметр, на 3. А вот выше уже делать не стоит. То есть нужно делать немного ниже шнура. Завели угол по фронтону. И далее будем опять мы класть облицовочную стену. Прокладываем 4 ряда и кладем сетку. Опять перевязываем наши стены сеткой. С этой стороны мы будем прокладывать вот так же кирпич, тычок, связывать стены. И затем внутри опять оставляется прослойка воздушная. Кладется газосиликатный блок, как у нас было ниже, и обкладывается здесь кирпичом. Вот здесь с торца тоже закрываем вот так газосиликатный блок кирпичом. Потом я положу его на раствор. Уже вот открылся оконный проем. И вот таким вот способом, тычком, мы перевяжем стену один раз, так как здесь как раз открывается где оконный проем. Запечатаем вот так оконный проем. Будет вот такой подоконник, чтобы не было газосиликатного блока. Он будет внутри. А дальше просто мы уже будем вязать эти стены сеткой. И остается уже нам класть совсем немного до конца. Так что вот такой вот способ, вот такая вот стена, такой вот пирог стены получается. Пришли с ребятами на берег реки. Хотим тестером замерить воду, загрязненность воды посмотреть. Мы уже всю воду везде поперемерили, и питьевую домашнюю. Взяли вот замер, показывает 245. И такие же показатели в водопроводной воде. У нас в доме, в квартире такую воду мы пьем. А вода, которая через фильтр проходит, там показывается всего сколько? 20, да? 20 или 25 вот максимум, которая проходит через очистку, через фильтр. А которая водопроводная 250 до 300 даже доходит. И замерим в бочке, с которой мы мешаем раствор. 185 показывает. Здесь вода намного чище, чем в реке. Она хоть тут и мутная, но мутная, потому что ведра сюда опускаем. А так это вода из скважины, поэтому она и показывает показатель чище. И затем делаем перевязку. Внутреннюю стену также прокладываем тычок.
Подняли облицовочную кладку уже достаточно высоко. Осталось примерно метр до конька. Перекрыли оконный проем металлическим уголком. Здесь выпустили связи, пластиковую арматуру, чтобы перевязать потом лицевую часть стены с внутренней стеной. Будет также здесь идти кирпич, обкладываться будет газосиликатный блок. И смотрите, сколько сетки через каждые 4 ряда, и вся стена в сетке идет. Вот так будет связываться облицовка с внутренней стеной. И далее опять кладем газосиликатный блок, оставляем здесь зазор. Здесь обкладывается кирпичом, и потом закрывается вот эта часть вот так кирпичом. Поэтому газосиликатный блок запиливается и с учетом кирпича утапливается внутрь. Газосиликатный блок кладется на клей, чтобы был минимальный шов 2 миллиметра. Ромик сегодня не на мангале. А кто сегодня на мангале? Заказчик Павел. Пашка сегодня приготовил нам шашлык. Очень вкусный. И вот так, ребята, сидим после работы вечером на природе, на свежем воздухе. Вот такое мясо, очень вкусное. И последний вот такой кусочек, треугольничек на самую макушку, он запилен. Остается положить на раствор, и лицевая часть фронтона готова. И закончили мы один фронтон. И смотрите, как выглядит теперь дом. Уже такой стал высокий. И вот так симпатично выглядит. И теперь мы все вместе становимся на другой фронтон. Уже вот втроем. И немножко его осталось доложить. Уже дела пойдут немного побыстрее. На втором фронтоне осталось совсем немного. Перекрыть вот окно и проложить верхушку. С утра выглянуло солнце и небольшой мороз.
покрыто вот все льдом. Капельки вот замерзли. Немного замерз песок. И нам нужно сейчас сделать леса. Леса делаем из поддонов, чтобы уже закончить этот фронтон. Вот такие леса получились из поддонов. Чтобы не качались, вот такие стяжки сделаны. Поддоны нашиты друг на друга, набиты. Можно поставить на любую высоту, которая нужна. И сверху перестелены доски. И закончили кладку дома. Полностью выложили весь дом. И дом в основном идет из кирпича. И немного облегчили фронтоны. Пришлось туда вставить газосиликатный блок. Хоть и не хотелось туда вставлять. Но он внутри. И ничего страшного там. Если даже какая-то вот аллергия у кого-то есть на газосиликатный блок, то он обложен кирпичом. И дом кирпичный, построен на века, будет очень долго стоять, очень крепкая кладка, все швы заполнены, делали на совесть, старались. И всего ушло на этот дом 21 300 штук облицовочного кирпича и 5 кубов газосиликатного блока. Ну и также засыпка, примерно 20 мешков или 25, точно уже не помню. Осталось где-то 330 штук кирпича еще, меньше поддона. Полкуба газосиликатного блока осталось. И сверху уже все разобрали. Леса разобрали, все сняли. Здесь подмели. Внутри прибрались. Мешалку подготовили к переезду. Разобрали. Также пришла кошка с нами попрощаться. И уже передают морозы. Скоро зима. Через 2 дня обещают уже снег. А кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока. Спасибо. И вам спасибо, большое спасибо. Хорошо работали, молодцы. Все, Молодцы, пока. ребята.